Здравствуйте, самые лучшие зрители! Ура! Наконец-то и я решила пошить в такой технике. Несколько лет назад рукодельница Наталья Зайдель придумала джинсель. Это вариация синели, только шьется немного по-другому, и в работе используется джинсовая ткань. Для начала приготовим основу. Кусок плотной джинсы размером 23 на 32 сантиметра. Вы можете взять свои размеры. И первым делом мы ее укрепим клеевым флизелином. Современные джинсы выпускают с добавлением эластичных нитей. Они тянутся. А нам нужна плотность. Как работать? На изнаночную сторону основы укладываем кусок флизелина клеящей стороной вниз. Сверху закрываем мокрой марлей и проутюживаем с паром. Затем нам надо наметить место, где будет располагаться рисунок. Для этого мы сверху оставляем 3 см, по сторонам по 4 см и внизу 5 см. Кроме того, рисуем дополнительные линии. Располагаем их под углом. Расстояние между ними чуть меньше 2 сантиметров. Декором нам послужат полоски джинсовой ткани. Но есть одна хитрость. Их надо нарезать по косой, под углом 45 градусов к долевой. Лучше подготовить полоски разных цветов. Здесь как раз уйдут все остатки и обрезки. Ширина полосок 1,5–2 сантиметра. Работа за швейной машинкой самая простая, но надо обязательно воспользоваться приставным столиком, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Поверх нарисованных линий пришиваем джинсовые полоски. Укладываем их вдоль, прошиваем строго посередине. Готовое изделие будет хорошо смотреться, когда будет пришито несколько слоев полосок. Строчка должна быть мелкая, крепкая, и каждый слой лучше прошивать несколько раз. Цвет тканей берите разный, чтобы было интересно. Когда закончили пришивать ткани в одном направлении, переходим в другое. И также продолжаем работу. А когда заполнили всю основу, приступаем к очень интересному этапу. Наши трудолюбивые ручки. Хорошенько растираем заготовку. Вы помните, что все ткани были выкроены по косой. Края ткани распушаются. Дальше можно взять жесткую щетку и ей прочесать нашу джинсель. Мои постоянные зрители знают синель. Там мы нашивали несколько слоев ткани, потом делали разрезы между швами и также распушали. И получилась интересная меховая джинсовая заготовка. Конечно же, мы продолжим с ней работать.
Подготовим еще одну деталь такого же размера для обратной стороны. Кусок подкладки, молнию и 2 шлевки. Для начала к верхнему краю заготовки пришьем молнию. Наживулим иголкой с ниткой, а уже затем пришьем на швейной машинке. Обратите внимание, что один край молнии мы подгибаем, а другой оставляем свободным. Потом к этому соединению пришьем деталь подкладки. Полученное соединение разворачиваем и отстрачиваем. Вот здесь немного не дошивайте до края. Точно так же обрабатываем и другую сторону молнии. После этого заготовку разворачиваем так, чтобы в одной стороне были детали верха, а с другой детали подкладки. И прошиваем по периметру, оставляя отверстие для выворачивания в боковом шве. Не забудьте вставить петельки. Мы их сделали из шлевок. Теперь нам надо оформить дно сумки. Для этого отметим и отрежем углы. Затем расправим их и зашьем. Остается только вывернуть сумку и зашить оставшееся отверстие в подкладке. Теперь остается сделать самую малость. Надо оформить конец молнии. Отрежем лишнее, а конец закроем кусочком ткани. Обратите внимание, как мы его сворачиваем. Прошьем этот кусочек по 2 сторонам, вывернем получившийся кармашек, вставим туда кончик молнии и прошьем на швейной машинке. Этот конец можно спрятать внутри сумки, и получилась прелестная сумочка с пушистым джинсовым мехом. Конечно, можно сшить ручки к этой сумке, но у меня есть съемный ремень, используем его. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои соцсети, группы в ВК и Одноклассниках. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!